Всем привет! Харьков славится медицинскими кадрами. Здесь жили и работали Леонард Гиршман, Николай Данилевский, Илья Мечников и многие другие знаменитые врачи. Одно из самых знаменитых медучреждений города – знаменитая Сабурова дача, или, как говорят в народе, Сабурка. Сабурова дача, пожалуй, место особенное. Она же 15-я, а ныне 3-я областная клиническая психиатрическая больница. За 2 с лишним века генерал-губернаторская дача побывала и роскошной резиденцией, и штабом революционеров, и местом, где лечили душу как простые люди, так и личности, вписавшие свое имя в историю. А история ее начинается в 1798 году, когда губернское учреждение решило построить смирительный дом. Тогда генерал-губернатором Слободско-Украинской губернии был Петр Сабуров. По легенде, его любимая дочь страдала психическим расстройством, и дабы оградить ее от шумного и раздражающего города, генерал решил построить дом в живописном и тихом месте. Загородный дом для чиновника спроектировал губернский архитектор Петр Ярославский. Сабурова дача расположена между улицей Академика Павлова и Салтовским шоссе. В те времена эта часть города находилась за его пределами приблизительно в 3 километрах. Уже тот факт, что это губернский дом, указывает на размах строительства. Имение было построено в стиле классицизма с характерными колоннами, залом для приемов и прочим. В 1812 году, после смерти генерал-губернатора и его дочери, харьковские власти выкупили усадьбу у их родственников и перевели туда городскую больницу, а позже дом для умалишенных. Всего в больнице было 225 коек, из них 125 для военного ведомства. В 1880 году был организован патологоанатомический кабинет. В начале 20 века при больнице функционировал кирпичный завод, на котором работали пациенты, а в 1890 году здесь была даже построена оранжерея из тех самых кирпичей. Учреждение развивалось и изменило направление. К 1897 году Сабурова дача была крупнейшей психиатрической больницей, а также научным центром. В этом же году учреждение отказалось от смирительных рубашек. В то время в больнице работали люди, которые впоследствии стали всемирно известными психиатрами. Василий Алексеевич Геляровский, Тихон Иванович Юдин, Павел Иванович Ковалевский и другие известные специалисты. Приблизительно в это же время на Сабуровой даче начинают делать сложные нейрохирургические операции. В 1911 году была организована кафедра нервных и душевных болезней Женского медицинского института с клиникой, одной из баз которой была Сабурова дача. В 1921 году здесь был организован психоневрологический институт, а в 1961 открыта первая в мире кафедра психотерапии, психопрофилактики и психогигиены, а после был применен впервые в мире гипноз при родах в качестве мощного обезболивающего средства. Но далеко не только этим известна наша 15-я. Судьба целой страны, возможно, могла бы сложиться по-другому. В предреволюционные годы знаменитый большевик Федор Андреевич Сергеев, более известный как Артем, вместе с единомышленниками и врачами организовали в здании лечебницы подполье и проводили многочисленные собрания большевиков, а затем организовал восстание в 1905 году в Харькове, которое было подавлено. Когда собрание было подавлено, Артем спрятался в больнице. Чтобы его не арестовали, он пошел на отчаянный шаг. Стал пациентом барака для буйно помешанных. Однако власти узнали, что он находится в больнице, и начались обыски и допросы врачей. Тогда, чтобы покинуть больницу незамеченным, Артем прячется в морге, откуда его вместе с умершими вывозят к общей могиле.
Полицейские решили проследить за захоронением, и Артема закапывают живьем. И только когда сыщики ушли, его откопали. Он был в состоянии жуткого шока. Существует и другая версия о том, что Артем скрывался от полицейских якобы в подземных туннелях психиатрической больницы, а потом убежал оттуда. В этих туннелях хранились листовки, а также оружие революционеров. Второй известный пациент Сабуровой дачи, Велимир Хлебников, тоже прятался в стенах больницы, но не от полиции, а от армии. В 1919 году поэт спасался в психлечебнице от призыва в Деникинскую армию, которая заняла город. Здесь писатель Всеволод Гаршин провел большую часть 1880 года. Здесь побывали украинский поэт Владимир Сосюра, Аркадий Гайдар и художник Михаил Врубель. Последние годы жизни в Сабурке провела прима-балерина Харьковского театра оперы и балета Инна Гайдар. Гостили здесь Эдуард Лимонов и Олег Митасов. Олега Митасова харьковчане называли городским сумасшедшим, но вместе с тем он стал настоящей городской легендой. Мужчина разрисовал стены собственной квартиры и улицы Харькова странными рисунками и фразами, которые и сегодня можно увидеть. Сам Митасов неоднократно был пациентом психиатрической больницы. У него диагностировали шизофрению. Умер городской сумасшедший также в стенах Сабурки в 1999 году и оставил свои надписи на стенах больницы. XX век для Сабуровой дачи был крайне беспокойным. Ее постоянно переименовывали, реорганизовывали. Во времена Второй мировой войны на территории Сабуровой дачи произошла невероятная трагедия, унесшая жизни ни в чем не повинных людей. В декабре 1941 года немцы расстреляли более 400 пациентов и десятки медсестер, которые отказались бросить беспомощных людей. На территорию больницы приехали грузовики, в которые персоналу приказали посадить больных. Медикам сказали, что пациентов перевозят в Полтаву, но вывезли их в совсем другом направлении. Жестокий расстрел произошел в нескольких километрах от больницы. Кстати, к началу Второй мировой войны больница стала своеобразным городом в городе. Здесь были автономная котельная, подстанция и даже транспорт, несколько лошадей и грузовик. После войны учреждение переименовали в городскую клиническую психиатрическую больницу номер 36 города Харькова. Позже номер поменялся на 15, а с 2005 года стала больницей под номером 3. В связи с этим у сотрудников появилась своя шутка, что раньше психически больным был каждый 36-й, потом каждый 15-й, а сейчас каждый 3-й. В больнице есть свой музей, где в одном кабинете размещены саквояжи врачей XIX века. Также есть кирпичи, которые пациенты делали на кирпичном заводе. На стенах музея можно увидеть фотографии самых известных пациентов больницы и представлена история развития психиатрического дела. Сегодня основное здание Сабуровой дачи изнутри увидеть практически нельзя. Оно разрушается, и вход внутрь строго запрещен. Особняк является памятником архитектуры и по закону должен реставрироваться за счет государства. Но до сих пор здание находится в ветхом состоянии, и произойдет ли эта реставрация когда-нибудь, никому не известно. А сама психиатрическая больница переехала в новый корпус. Конечно, это место пережило множество бед за всю свою историю. Но несмотря на это, местные врачи пытаются помочь пациентам создать максимально благоприятные условия.
Конечно же, людей отсюда практически невозможно понять, потому как они отличаются от обычных людей. Но несмотря на это, Сабурова дача справляется со своими обязанностями, помогая больным лечиться и изолируя их от обычных людей до тех пор, пока они не станут нормальными для общества. Хотя на многих данное место навевает страх и ужас, не стоит бояться его, ведь это точно такая же больница, помогающая пациентам выздороветь.